можно ли вернуть любовь в отношения? Конечно, в отношения не просто можно вернуть любовь, но и нужно обязательно это сделать. Если раньше в ваших отношениях, когда вы начинали, не просто из влюбленности или из слова нравится, а это действительно была любовь, когда было взаимное притяжение, были общие цели, ценности. Вы же как-то выбрали своего партнера, но со временем быт засосал, и кажется, все пошло вниз. Возвращайте любовь этими способами. Самое первое и самое важное, вы должны понимать, что вы оба должны хотеть вернуть любовь в ваши отношения. На каком бы этапе вы сейчас не находились, вы оба должны хотеть восстановить любовь и улучшить свои отношения. Итак, алгоритм очень прост. Для начала начните проводить время вместе. Ну вот по-настоящему вместе. Без детей, без собак, без телефонов, без каких-то других гаджетов. Просто вы и просто он. Обязательно находите время для себя, четко договорившись при этом, что вы хотя бы раз в неделю на 2-3 часа выходите куда-то вместе. И старайтесь не нарушать это правило. Прям вот пристраивайте детей к няням или к каким-то другим помощницам. И обязательно выходите только вместе. Идите в кафе, устраивайте себе свидания, делайте какие-то сюрпризы друг другу. То есть вам нужно вернуться и почувствовать все те эмоции и все те состояния, как будто бы вы начинаете свою жизнь полностью с нуля, как будто бы вы начинаете свои отношения со своим мужем просто из чистого листа. Очень важно, чтобы вы постепенно приучали себя, и, соответственно, ваш супруг будет действовать точно так же, приучали себя к сближению. Какие-то теплые взгляды, где-то прикоснулись, где-то погладили, где-то сделали приятный сюрприз, то, что действительно приятно не вам, а приятно вашему партнеру. И даже если он первое время не дает вам обратной связи и отклик, но вот это вот количество повторений очень быстро перерастет в качество. И он тоже начнет оказывать вам знаки внимания, дарить цветы, больше улыбаться, стараться быстрее прийти домой, помочь с какими-то домашними делами. Очень часто отношения идут к низу еще и потому, что у людей пропадает сексуальная близость. И она может быть не обязательно основана на сексуальном влечении. То есть вы можете себе секс сделать просто по расписанию и на конкретный день, на конкретную дату, прям вот конкретно к нему готовиться. Женщине важно, может быть, сделать какие-то ритуалы для своего тела. Мужчине, может быть, важно прийти раньше с работы или не напрягаться на этой работе именно в этот день. И это очень сильно тоже вас сблизит. Сначала вы можете это выполнять, просто вот как функционально. Но поверьте, со временем у вас точно появится чувство и вернется вот эта вот страсть в отношениях. И просто лучше все-таки готовиться и по расписанию, извините, заниматься сексом, чем не заниматься им вовсе. Очень важно, когда вы проводите время вместе, напомню еще раз, вместе и только вместе, без детей, собаки, лишних гаджетов, только вы и только он. Вспоминайте моменты, когда вам было классно. Может быть, вы вспомните какой-то медовый месяц, может быть, вы вспомните какие-то подарки, какие-то сюрпризы, или как вы познакомились. В общем, цепляйтесь, находите какие-то точки такие, которые вот вас цепляют и вставляют
цепляют эмоционально. И прямо из прошлого перетягивайте их в настоящее. Тогда вы сможете получать вот эти вот эмоции и опять начать кайфовать друг от друга. Придерживаясь этого алгоритма, вы постепенно начнете как будто бы узнавать друг друга. Потому что, когда вы находитесь на этом свидании, в кафе, в ресторане или просто гуляя по парку, старайтесь не говорить о какой-то рутине, о быте, не выяснять отношения, претензии, какие-то проблемы. Разговаривайте о чем-то приятном, то, что приятно вам, и то, что приятно ему. При этом обязательно прикасайтесь друг к другу. Для начала можно просто ходить за ручки, даже если не очень хочется. Но количество повторений, как я уже говорила, имеет значение. Используя эти нехитрые советы, которые я взяла из своего личного опыта, и я уверена, что они смогут вернуть былую любовь в ваши отношения, чего я вам искренне и желаю. Не забудьте подписаться, потому что на моем канале будет еще больше интересных и полезных видео для ваших отношений.